4 года в Северной Америке жители ужасались от слухов об огромном волке. Этот зверь прославился хитроумными повадками, безжалостным поведением и везением, благодаря которому он убивал добычу беспощадно, успевая избежать встреч с охотниками. По каким тропам двигался этот волк, было известно лишь ему. Нельзя было предсказать не только место его будущего появления, но и сразу выявить нахождение в настоящий момент. Изворотливый зверь рыскал добычу в одном месте, на следующий день жители деревни за 100 километров от вчерашней его стоянки уже подсчитывали убытки от волчьего обеда. Даже объявленная награда за поимку хищника не принесла результата. Хоть нашлось много смельчаков ликвидировать убийцу домашнего скота. Началась полномасштабная охота, волку удавалось ловко избегать встреч с охотниками и не попадаться в капканы. На фермах от волчьих зубов продолжали гибнуть животные. В народе, как водится, от страха перед неизведанным возникло много суеверий, баек о необыкновенной свирепости, удачливости и уме жестокого зверя. Люди, склонные к мистицизму, утверждали, что волк неуязвим, потому что его заколдовали. Кто-то верил в наличие сверхразума у животного. Ходила также красивая версия: эта особь рождена от обычной волчицы и горного льва, поэтому унаследовала охотничьи таланты от обоих родителей. Хоть и красиво, но похоже на фантастику. Большинство людей считали это существо волком-оборотнем. Общество, давно живущее в 21 веке, где мистики и небылицам давно уже никто не верит, вдруг поверило в глупейшую придумку. Словно в средние века, цивилизованные люди до обмороков боялись серого лесного дьявола, и если приходилось ночью или вечером идти по лесу. Министерство сельского хозяйства обратилось к охотникам с предложением отловить за вознаграждение лохматого преступника. Жителей взволновало предложение настолько, что каждый, умеющий держать в руках ружье, считал себя завзятым охотником. Хищник причинил уже столько ущерба, что его измеряли даже не в деньгах. Людей удивляла особенная остервенелость и изощренная жестокость убийства. Волк резал только лучший скот, часто убивал просто так, не пытаясь съесть, или наносил серьезные ранения коровам, заставляя животных умирать в муках от сломанных ног, откушенного хвоста, ранения в брюхе. Неизвестно, правда или вымысел, но ходила красивая история о причине такой непонятной агрессии животного. Несколько лет назад у волка была самка. Как известно, волки выбирают себе подруг единожды на всю жизнь. Этой самке зверя лишили, за убийство подруги волк решил мстить. У хищника появились слуги, 2 молодых волков-охранников. В их обязанности входило быть на расстоянии от своего господина и предупреждать об опасности. Им он разрешал доедать остатки добычи строго после себя. Какие только хитроумные средства не попробовали охотники, желающие получить заявленную награду за пойманного волка. Не помогали и собаки с их чутьем. Коллективная облава с окружением волка также провалилась. Зверь всякий раз исчезал из любой засады, перечеркивая все планы звероловов. Одни животноводы уже привыкли к постоянным потерям скота. Видимо, придется смириться с таким положением, пока этот волк не умрет своей смертью, думали они. Других совершенно не устраивало такое положение дел и постоянные убытки. Эти инициативные скотоводы обратились в государственные инстанции с просьбой найти для отлова волка самого опытного охотника, а не любителя наживы. Такой человек нашелся. Этим человеком был охотник с многолетним стажем. Это был Стивен. Животноводы поручили выследить волка и убить, даже если на это понадобится очень много времени. Охотник понимал, что хитрого зверя можно ожидать в его угодьях очень долго, поэтому пошел сам на поиски. Приманить матерого самца легче всего запахом самки. Стивен смазал подошвы сапог искусственно созданным ароматом. Как и полагается, весной зверь ищет самку. В это время зверолов и вышел на хищника, и даже увидел его. Но как только охотник стал прицеливаться, молодые волки-телохранители дали сигнал бежать. Пустились бежать сами, за ними улизнул и неуловимый зверь. Стивен понимал, что убить этих прислужников невелика добыча. Лишние выстрелы только все испортят.
Но и подобная выжидательная стратегия все равно не давала результата. Охотник убил молодых прислужников, но все равно положение это не изменило. Хищник затеял дерзкую игру в прятки со Стивеном. Хитрое животное выдвигалось вперед, проходило некоторый путь, затем по своим же следам возвращалось назад и пряталось в стороне. Человек в это время, ни о чем не подозревая, идет по волчьему следу, когда этот волк уже давно сидит в логовище и отдыхает, смотря на людские старания. Ивану Петровичу не в первый раз приходилось вылавливать волка, но догадался охотник, что зверь дурачит его, только на третьей неделе блужданий по следам. В августе снова обнаружен убитым и покалеченным домашний скот, тем самым хищник оставил свежие следы, по которым пошел охотник. Чтобы обнаружить обиталище зверя, Ивану Петровичу пришлось целый день сидеть в засаде. И тут удача снова была благосклонна к хищнику. Охотника сзади позвали подъезжающие на лошадях всадники. В хозяйстве снова обнаружен задранный годовалый бычок, об этом они и хотели сообщить Ивану Петровичу. Охотник пытался всем видом показать им, чтобы они уезжали и не шумели, но недогадливые всадники ничего не поняли. Волк, услышав людской шум и разговоры, сразу сбежал. В октябре Стивен выставил капкан и нагнал зверя. Механизм сработал, передняя лапа волка оказалась защемленной, но сильное животное убежало вместе с капканом на 10 километров. Крюк на капкане зацеплялся за дерево, поэтому хищник выломал вертлюг. Только после продолжительной погони за раненым зверем охотник сумел добыть волка. Вес убитого самца был 98 килограммов. Но у охотника не было чувства счастья, у него потекли слезы, потому что понимал, что зверь мстит людям за убитую самку. Этот случай поставил точку на отстрел волков. С того момента место в Северной Америке стало национальным парком, а все животные находятся под строгой охраной. Конфликты между человеком и хищниками, как правило, всегда принимают несколько форм, включая убийство домашнего скота, редкие нападения на людей и ответное убийство хищников разгневанными местными жителями. То есть люди уничтожают среду обитания хищников, лишают их пропитания, провоцируют выход животным к людям, после чего жалуются, что хищники пытались добыть себе пропитание у человека и повышают количество убийств. Этот же случай произошел из-за халатности местных жителей, которые позволили себе убить самку волка, ведь волки хранят свою семью до конца своих дней. Дорогие друзья, напишите комментарий, правильно ли поступил охотник, убив волка, или у него был выбор, как исправить человеческую ошибку. До свидания.